На днях Activision дала DTF ранний доступ к ПК-версии Call of Duty Black Ops Cold War. Сценаристы Cold War — настоящие профессионалы. Вот к чему приводит хорошо проработанная сюжетка Call of Duty. Компания, которую хочется перепройти заново. Да и вообще одиночная кампания оказалась очень хороша. Компания реально годная, и найдутся люди, которые захотят купить игру только из-за истории. Эх, сучата. Ну, сучата. В этом году с Call of Duty все прошло на удивление тихо. Тихий релиз, тихие положительные обзоры, тихие рекорды продаж, тихие чемоданы. Не шевелись, и он нас не заметит. И если вы подумали, что я намекаю, что кто-то продался... Послушайте, это же бред. Просто всем игровым издательствам и блогерам вдруг резко понравился сюжет новой колды. За 2 года над игрой работали 6, студий. Правда, сюжетная кампания самая короткая за всю историю колды. Но не переживайте, для настоящих игровых журналистов это не проблема. Я дважды прошел сюжетную кампанию Call of Duty Black Ops Cold War, чтобы увидеть обе концовки. Только концовок 3, чтобы их увидеть, достаточно перезапустить последние 20 минут игры. По факту Cold War сложно в принципе назвать полноценной игрой. Но тогда... Кто я? Вспомнил! Качайте Warzone. А я думал... Call of Duty Mobile. Абсолютно бесплатно. По моим ссылкам в описании. Battle Pass. Где наши деньги? На что пошла наша многомиллиардная помощь? И в этом году Activision действительно рекордные заработки на серии Call of Duty. Вот только не благодаря холодной войне. Основную прибыль компании сейчас приносят бесплатные Warzone и Mobile. А новые части серии — это ежегодная дань Бобби Котику в размере 3 шакалов. Чтобы он не купил нашу планету и не вел Battle Pass на жизнь. Я каменщик, работаю за лутбокс. И эта традиция продолжается из года в год на протяжении 11 лет. Таким образом, фанаты колды спасают жизни всему человечеству. Это единственное объяснение, почему они продолжают покупать новые части, хотя сами их ненавидят. Мультиплеер в этот раз сделан идеально, чтобы вы в него не играли. Похоже на говно. Отличный вкус, не спорь. Прям как дерьмо. Нежная, аппетитная. А в главном меню Cold War Бобби Котик ненавязчиво просит вас скачать Warzone. Ведь вы, челядь ебаная, должны играть в правильную игру. Все режимы под копирку с прошлых частей, а масштабные сражения — это обрезанный батл рояль. Здесь даже кастомизации нормально нет, как раньше, только заранее заготовленные шкуры. Поэтому, если вы хотите оставаться модным и стильным в этом суровом мире равноправия, будьте выше предрассудков. Не стесняйтесь делать подарок самому важному человеку в вашей жизни. Себе. И на Всемайке сейчас идеальное праздничное время для этого. Закажите принт вашей мечты, как из каталога, так и создав свой идеал. Не ждите поздравления от других, ведь вы сильный, независимый. Сделайте себе приятно самому. Дорогой, в этом году я был послушным мальчиком и выпустил много-премного видео. Целых 9. Надеюсь, ты знаешь, что мне подарить. Простите, девочки, я снова плачу. А по моему промокоду Каргас11 вы получите 15% скидку. Ссылочка в описании. Ах да, еще зомби-режим. То, что мертво, умереть не может. То, что мертво, умереть не может. И раз уж и уважаемые игровые журналисты настаивают, что мы должны купить Cold War только ради сюжета, не знаю, кто такой этот ваш сюжет. Я тебе обещаю, я тебя найду. Уничтожу. Мир на пороге Третьей мировой войны, конфликты нарастают и настает проблема с заложниками. Господин президент. Больше никаких заложников. Ну правильно, нет тела, нет дела. И сходу без особых объяснений нас отправляют допросить и устранить 2 террористов. Просто фанаты колды — это дипломированные историки, которые изначально в курсе событий 81 года, когда в заложники попали американские военные в Иране. И хоть в реальности к этому моменту заложники уже были спасены, по заданию мы должны устранить похитителей. Ведь по законам американской армии везде, где есть нефть, будет демократия. В смысле, за своих отомстим. А вообще прикольная тут обстановка в баре. Вот, например, редкое событие 80-х годов до нашей эры. Парень соблазняет девушку. А не, все нормально, рядом 2 лесбухи. Не прошло и 5 минут, как толерантная Call of Duty с серой моралью заставляют убивать нас ни в чем не повинных арабов. Арабская ночь! Это Касим! Касим поднялся по лестнице! Касим нужен живым! Касим, прикрой меня! Живой щит из араба — это отличная вещь, мужики! Правда, есть неприятные дефекты. Надеюсь, в новых версиях это пофиксят. Касима оказалось легко убедить сдать Араша, ведь ковра у него нет, а падать далеко. И тут можно было бы оставить его в живых, но... Больше никаких заложников. Теперь нам нужно перехватить Араша раньше, чем он сядет в самолет. И тут, как бы вы ни стреляли, пулей невозможно застрелить араба. Араба можно убить только взрывом. Магию! Победить магия!
После успешной миссии нам наконец-то дают возможность создать своего персонажа. Ведь Call of Duty это теперь RPG. Выбор в диалогах есть, несколько концовок тоже. С персонажами можно поговорить, даже взлом замков из Скайрима. И дабы вписываться во временной период, я создал чернокожего бывшего сотрудника КГБ трансгендера с перками «Жажда насилия» и «Агрессия». И самым обычным советским именем. Знаю, привлекать бывшего сотрудника КГБ рискованно, но мы должны думать, как они. Ты знаешь, что делать. В следующей миссии игра резко решила вернуться на 13 лет назад во Вьетнам. В каком-то сарае мы находим секретные сведения, и несколько бомжей дают нам атомную бомбу как страховку, что нас не собьют. И нас сразу же сбивают. Обычная ситуация в Call of Duty. Еще и игра решила усложнить мне задачу и перевернула камеру. Тоже мне проблема. Русские вперед! Русские вперед! Вся эта миссия была нужна, чтобы раскрыть имя главного злодея. Он же советский шпион Персей, который хочет взорвать атомную бомбу. Поэтому мы отправляемся в Германию на поиски Антона Волкова, бывшей сучки Персея. Запомните первое правило колды. Ни слова о физике. Не успел я вылезти из люка, как нас поймали менты. Уверен, мы что-нибудь придумаем. Я ведь говорил, что мы что-то придумаем. Чтобы выйти на Волкова, нужно проследить за его связным Краусом. И тут начинается любимая мини-игра от Activision. Помогите Даше найти Крауса. Это не он. Не похож на Крауса. Не наш. Отлично, это он. Это Мафиозник. Братишка Адлер попросил нас отвлечься от Крауса и сгонять в бар за двушкой Балтики и поговорить с нашим информатором. Но дама она явно непростая, поэтому нужно привести себя в порядок. Так, я не понял. Ну накажите! RTX. Накажите! RTX. Выполняем небольшую просьбу нашей дамы и спасаем какого-то пацана. Тебя ищут. Я видел фото. Наконец-то отправляемся в дом Крауса, где начинается настоящий стелс. Правда, я случайно потратил все транквилизаторы на мамашу, поэтому мне пришлось полчаса прятаться от пиздюка. Ведь все мы знаем, на что способны дети в Call of Duty. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Нас ловят, вырубают, и мы всех убиваем. К счастью, в трупе Волкова оказались те самые нужные нам документы, подтверждающие, что у Персея есть атомная бомба. И какие-то координаты секретной военной базы в Украине. В смысле, в Украине есть такое военное сооружение? Activision, вот здесь уже явно наебалово. Самое большое военное сооружение в стране — это киевская фабрика Рошен, и она выглядит не так, а вот так. Вам может показаться, что солдаты-близнецы, но на самом деле это клоны Бендеры, ведь все мы знаем, что Украина — первая страна по геноинженерии. А если вдруг вы захотите рассмотреть эту локацию, можете изучить местный украинский лор. Инсала феределес тоснацума отем интегре офицу сусум лабаресан цела. Мужик, тебе нормально? Как мило, сколько отсылок на старые игры Activision. Каким, блять, образом эта компания стала известной? И что вообще на военной базе делают игровые автоматы американцев? Ого, украинцы даже построили целый американский город внутри военной базы. Я понял, Activision ебанутые. Взломав один из компьютеров, мы нашли сведения о секретном проекте «Зеленый свет», по которому по всей Европе были установлены нейтронные бомбы. Там же мы узнали о разрушенной базе на Урале. Уф, это точно работа советских инженеров. Разой готово. Миссия в целом небольшая и, скорее всего, отсылка на первый Black Ops. Побегали с луком, ведь, как мы знаем, лук делает на 30% круче любую игру. И украли лифт, как настоящие американские цыгане. С лифтом шел какой-то компьютер, но он оказался бесполезным. Поэтому нужно проникнуть в московский штаб КГБ на Лубянке, чтобы добыть секретные сведения о Персее. В чем нам поможет наш знакомый КГБшник на вертолете из прошлой миссии, который продался Соединенным Штатам за бейсболку. Все верно. Майор КГБ, хер пойми откуда, взял военный вертолет, проник на секретную базу, помог американцам скоммуниздить лифт, разнес половину базы за бейсболку. И спустя несколько дней спокойно пришел на работу. Русский? Советский. А на следующий день он украл секретные данные КГБ за порванные джинсы. Ну и в данной миссии мы играем за него. Дмитрий Беликов по рождению, Евгений Усупов по грамотам, награда 25 лет безупречной службы, алкоголик, пилот, стрелок, охранник, детектив, программист. Пидорас.
Ну хоть что-то Activision передали достоверно. Ведь всегда рядом с властью где-то есть кавказец. Я чеченец. Меня зовут Алан. 25 лет проработал с этими людьми. Так я их люблю. Обнимаю каждый день. Решать головоломки. Так напрягать мозги ни одна Call of Duty не заставляла. Невероятно. Единственная головоломка на весь сюжет по химическим элементам. Куда уж мне обычному плебею с 2 медицинскими дипломами. Определенно уровень резидента. Это действительно заслуживает того, чтобы сказать об этом видео. И зачем мне яд? А хотя стоп, пойду пранкану начальника. Ля ты крыса. Кручу-верчу, запутать хочу. Новые лица. Ах, гулять так гулять. Наведем здесь демократию. Порой ощущение, что в этой игре бесконечные патроны. Какие такие патроны? Итог миссии. Мы нашли данные о физике ядерщики, связанным с Персеем. И разрушили самое секретное и охраняемое место во всем СССР. В это же время СССР. Давайте жить дружно. Полуживой ученый был на Кубе, и перед смертью он успел нам сказать, что Персей сможет подорвать не одну бомбу, а всю Европу. Дело обретает серьезные обороты. О, это же классическое истребление врагов с беспилотника! Звездные войны какие-то, красота какая-то. Не понимаешь, что за каждым вот таким отправленным это же человеческие жизни. Между выбором, кого спасти, Я не буду выбирать вовсе. больше нет времени на расследование, и пора искать Персея всерьез. И для этого нас накачали чем-то прямиком в глаз. Но случился баг, и мне вводят еще одну дозу, пока я был под чем-то. Адлер, я тебе эту иглу в жопу засу... И тут я наконец-то осознал. Activision, сука, верните мои деньги! Весь сюжет Call of Duty Cold War не имеет абсолютно никакого смысла. Американцы изначально знали, где находятся все бомбы в Европе, потому что сами же их и установили. А главный герой все это время был бывшим союзником Персея, которому промыли мозги. И если вырезать из 4-часового сюжета 3 часа бессмысленных миссий по поиску улик, сюжет вообще не изменится. Ведь чтобы найти Персея, Адлер должен был изначально накачать героя и сказать: Пора за работу. Что и было показано после создания персонажа. Вот только даже тогда вместо... Адлер сказал: Пора вставать. игре абсолютно плевать на свои же правила. И я еще даже не поднимал тему даты названий. На каждом шагу тут и русская армия в 1981 или советская армия в 1914. Неважно. Это про этих там. И да, в игре есть неплохие моменты. Особенно трип в конце с галлюцинациями, где мы сражаемся против зомби в роли Рэмбо в бесконечном коридоре. Но это все длится минуты. А все остальное время в игре мы слушаем бессмысленные диалоги от бессмысленных персонажей в бессмысленном сюжете. И стоя на месте, стреляем в альтернативно одаренный искусственный интеллект. Придя в себя, мы можем сделать выбор концовки. Вернуться к Персею и уничтожить Европу. Или, что еще тупее, остаться на стороне американцев, которые промыли нам мозги и в любом случае убьют. Ну что могу сказать? Аллах Акбар. Помни, подписчик, зачем платить за то, что бесплатно? А новая колда создавалась только ради того, чтобы глупый Иван ее купил. Прошел за 4 часа и дальше вернулся в Warzone, куда уже добавлен контент из Cold War. И такое, к сожалению, будет и со следующими частями. Ведь сейчас игровой индустрия правит вот эти вот стрёмные злобные карлики. А если это видео соберет 1 лайк, я больше не заболею короной и не пропаду на 1 месяц. Ах да, последняя миссия в Чернобыле, поэтому во всем виноваты не русские, а хохлы. Слава Украине!